Появились тянущие боли в тазовой зоне, изменилось мочеиспускание, неудачи в интимной жизни. И мужчина начинает анализировать, что это со мной. Как быстро в наше время он сможет попасть к урологу и задать простые вопросы специалисту. Если это парень 17 лет, который и не знает такой специальности, как уролог, а если это зрелый мужчина 30-40 лет, реакции психики в разном возрасте будут разные. У кого-то есть определенный жизненный опыт, а у кого-то эти проблемы впервые, и он в начале своего мужского пути. И какие ответы он найдет в сети и получит от первого визита к врачу. Поможет это сформировать правильное психологическое отношение к своему настоящему и будущему в жизни с этим простатитом. Сегодня вторая серия в теме о простатите и психологии мужчины. Она важна для принятия решений и стратегий, как относиться к мужским проблемам. Я сегодня не буду приводить никаких посторонних исследований и рецептов психоаналитиков. Только мой подход и практические приемы и принципы, которыми пользуюсь в анализе проблем с пациентами и к которым пришел опытным путем. Если мужчина слышит голоса, которые им руководят, или видит злых инопланетян, то есть зрительные или слуховые галлюцинации, сегодня мы об этом не говорим. Сегодня мы рассуждаем о здоровых психических реакциях мужчин. Я об этом рассказывал в первой серии. Итак, мужчина узнал или предположил, что это простатит. Неважно как, он делает внутри себя какие-то выводы и анализирует. Он невольно рисует перспективы на будущее. Но как выстроить борьбу со страхами и как не бояться этого будущего? В современной жизни сначала он будет искать ответы на свои вопросы в сети и сразу получит информацию, которая сформирует мрачную и тревожную перспективу на всю оставшуюся жизнь. С одной стороны, симптомы болезни заставляют его страдать, а с другой стороны, внешняя информация всеми силами утверждает и подкрепляет страхи и тревогу. И вот рано или поздно сформирована доминанта в подсознании, такая подавляющая аксиома, подавляющий комплекс мыслей, которые окрашивают текущую жизнь и, главное, будущее в серых и депрессивных тонах. И вот эта степень этой мрачности, тревожности или серости зависит от типа высшей нервной деятельности, о которых я тоже говорил в первой серии. Холерик взорвется, начнет мгновенно решать проблему, накупит кучу волшебных лекарств, дорогих БАДов, хаотично будет приобретать какие-то аппараты, уникальные жужжалки в заднице. Сангвиник будет более взвешенно принимать решения, постарается получить максимальное количество знаний и рекомендаций. Внутренне появится стратегия решения проблем, от которой он не отступит и будет решать проблемы целенаправленно и с его точки зрения правильно. Меланхолик с головой погрузится в депрессию, отгородится от жизни, спрячется вот в домик и будет ждать ухудшений. У него и так все плохо, а будет еще хуже. Флегматик относительно спокойно и безразлично, довольно равнодушно и отвлеченно будет плыть по жизни, не зная, куда выплывет. Я вот нарисовал 4 грубых сценария, а в жизни все имеет тысячи сочетаний и индивидуальных оттенков. Есть первичная, мгновенная реакция психики на осознание факта болезни, а есть более поздняя, отсроченная реакция после анализа изменений своего самочувствия и накопления внешней информации от врача, от друзей, знакомых, из внешних источников. Если мы заболели, например, ковидом, мы знаем, что обязательно поправимся. Какая-то тревожность, конечно, присутствует, но все-таки большинство мужиков уверены, что будут здоровы и забудут об этом факте, как просто о неприятном эпизоде в жизни. А с простатитом все не так. Все говорит о том, что болезнь неизлечимая, что теперь жить с этими проблемами придется всю жизнь. Конечно, сначала нужно обратиться к врачу с вашими симптомами, разобраться в них, пройти обследование. И если врач обнаружил простатит, пройти рекомендованное лечение. Но насколько можно верить врачу? Часто врач лишен возможности ответить на все вопросы пациента и развеять страхи и тревогу перед будущим. И он произносит: да у тебя все нормально, не волнуйся. И эти слова часто не помогают, их недостаточно, чтобы убедить мужчину в светлой перспективе. А еще хуже, когда цель врача немного сгустить краски и обострить важность и опасность проблемы. То есть коммерческая заинтересованность врача
испугать мужчину, подтвердить его страхи и тревогу, склонить к лечению с обязательными посещениями на процедуры. Такие врачи укрепят и поддержат мысль о вашей болезни, а путь к светлому будущему обозначат как лечение в этой клинике. И появляется вот вопрос, насколько же можно доверять врачу? Ятрогения, от греческих слов ятр – это врач, и генос, гения – это происхождение, рождение. Ятрогенные заболевания – это болезни, вызванные врачом или его манипуляциями, действиями, фразами, информацией. Главная заповедь врача – не навреди, no nocere, должна быть с ним всю жизнь. Любая неосторожная фраза, эмоциональная окраска, взгляд может нанести тяжелую психотравму пациенту. Привожу пример буквально двухнедельной давности. Беседую с парнем, который рассказал: во время УЗИ простаты врач УЗИ-диагностики после осмотра простаты посмотрела на него глазами полными ужаса и сказала одну фразу: «Как вы смогли довести себя до такого состояния?» То есть подразумевается, типа, у вас вообще с головой-то все нормально? Как вы могли так к себе относиться, что довели до такой степени свое здоровье? После этого у парня крыша слетела полностью, он ушел в глубокую депрессию от безысходности и беспомощности. И, конечно, врач не имеет права на такие эмоции. Она вообще зачеркнула будущее парню. Вот расскажите, у вас были подобные случаи? Напишите об этом. А если предположить, что врачи ведь тоже разные, и тоже люди, и тоже страдают и подвластны различным изменениям психики. А если эта дама уже окончательно поняла, что принц на белом коне к ней никогда не прискачет, возможно, она не удовлетворена своей жизнью, и вообще весь мужской род, все мужики СВО, ну вы знаете. А тут еще вот работа такая, смотреть на это анальное кольцо, толкать этот датчик в поганую прямую кишку какому-то козлу. И вот она смотрит на этого мужчину вообще как на недостойное насекомое. Вот возможен такой вариант? Конечно. Это несомненно от ее дурости. Врач не имеет права делать такие заявления пациенту. И результат подобного врачевания понятен каждому. Вот попробуйте после таких слов переубедить такого пациента и настроить его на выздоровление. Только крепкая психика такое выдержит. И стоит огромных усилий с помощью логики и здравого смысла вытягивать пациента из этой ямы ложных черных мыслей. Иногда несколько визитов уделяешь самым тонким вопросам, изучаешь пациента, узнаешь мелкие детали его семейной жизни, взаимоотношений с женщинами. И вот нащупываешь эту главную психологическую точку, источник страхов и депрессий, которую даже сам он не мог обозначить. Объясняешь, и проблема на 90% решается, а он ходит массировать простату. Человек часто нуждается в простой поддержке, повороте мыслей в правильном направлении. Но где же ее искать? Вот, например, я вам в поддержку. Кто хочет поблагодарить за поддержку, реквизиты в описании. И чуть позже я расскажу вам опорные точки, которые помогут вам практически понять и сформировать правильное отношение к тревогам и страхам. Конечно, семья имеет большое значение, прежде всего супруга или близкая женщина. Но из своего опыта знаю, что это встречается, к сожалению, редко. Чаще всего мужчина один на один со своими проблемами. И осознать нужно главную мысль. Вам никто не поможет в решении ваших проблем. Нужно принять мужское решение. Ответственность вся лежит на ваших плечах. Возможно, вы встретите какую-то поддержку от жены, сочувствие, помощь, но бесконечно это продолжаться не будет. Если мужчина погружается в свои проблемы и вся жизнь в сером цвете, это распространяется на все его окружение. Рушится работа, образование, он не может отвязаться от жутких мыслей. Жена отворачивается, когда понимает, что это не изменится. Я видел кучу разрушенных семей. Но бывает и чудо, появляется другая умная женщина, и мужик расцветает. Психологические проблемы исчезают, и жизнь возвращается. И причем здесь предстательная железа. Но надеяться на чудо не надо. Только вы и больше никто не решит внутренние проблемы. Приведу еще пример. 40-летнего простатика много лет ко мне приводила его старенькая мать. Она сидела рядом при разговорах, была в курсе всех его анализов и обследований. Буквально за ручку водила, вот как водит мама своего ребеночка 5-7 лет к педиатру.
У него не было тяжелой патологии простаты, были 90% психосоматических проявлений. И мама это понимала. И она ему говорила: «Сынок, выйди за дверь, я поговорю с доктором». И просила меня, чтобы я нестандартно подошел и помог ее сыну. Вот это пример абсолютной материнской любви. Она водила его за ручку с простатитом и проблемами с эрекцией до самой смерти. У него так и не состоялась семья, и только мать все свои силы приложила для помощи сыну. Потом он как-то пришел один, мама умерла. Материнская любовь безгранична, но вряд ли психически здоровый мужчина согласится на такую поддержку. Поэтому, когда у вас появляются мысли о безысходности и отсутствии перспективы, подумайте, куда они вас могут завести. Есть еще один очень важный момент. Простатит как обоснование неудачи мужчины в жизни. Часто мужчина сам себе придумывает необоснованные страхи и оправдывает свои неудачи в жизни вот этой мифической болезнью. У меня не получается с женщинами, потому что простатит, а это неправда. Я не могу работать из-за простатита, а это тоже неправда. Я не могу учиться и так далее. В общем, все неудачи в жизни, потому что я больной, а вот если бы я был здоровым, все было бы по-другому. И вот все то, что у него не получается, во всем виноват простатит, и он поддерживает в себе это состояние, потому что с его точки зрения так легче осознавать, что ты не просто лентяй, балбес безголовый, а ты больной и несчастный человек. Как-то один паралитик с простатитом говорил мне: вот я не могу ходить, а прочитал, что при простатите помогает бег. Вот если бы работали ноги, я бы бегал. А вот, скорее всего, и не бегал бы. Почему один может заставить себя изменить свою жизнь, питание, отказаться от алкоголя, понять и ощутить удовольствие от занятий спортом, увидеть реально наступающие изменения своего тела и здоровья, а большинство людей не могут, не получается. Я завтра начну, и день прошел, а завтра опять не начал, а в будущем будет по-другому, лучше. Нет, не будет, потому что надо менять жизнь сегодня, сейчас. Но как помочь себе не уйти в мыслях в тяжелую депрессию и избавиться от страхов? Я всегда опирался в общении с пациентами на логику и особенности мужской конкретной психики. И считаю, что главный способ психологической помощи – это правильная профессиональная информация. Вот что вам важно осознать. Сначала понять, насколько страхи страшные и тревога тревожная. Страх импотенции. Уровень активности мужчины и качество эрекции с простатой никак не связаны. Это зависит от уровня гормонов и состояния сосудов, от эффективности кровообращения в артериальной системе. Следовательно, отрицательное действие простатита на эту функцию связано только с психикой мужчины. Если что-то ненормально, значит все будет плохо. Этот страх и тревога беспочвенны. Когда объясняешь эту главную мысль, многим помогает. Страх онкологии. Рак простаты при простатите и без него развивается с одинаковой частотой. Простатит не является предраковым заболеванием. Если говорить об аденоме простаты, доброкачественной гиперплазии, по сути дела это доброкачественная опухоль, развивается в стадии андрогенодефицита в возрасте 55-60 лет и старше. И все зависит от гормональных и генетических особенностей конкретного мужчины. И никак не от простатита. Страх бесплодия. Основные причины мужского бесплодия – эндокринные, иммунологические, сосудистые, варикоцелия и варикоз таза. Они с простатитом не связаны. Страх операции в пожилом возрасте. Трубка в пузыре, недержание мочи – это вообще мысли на уровне начала 20 века. В пожилом возрасте операции связаны с аденомой, вот этой, с гиперплазией простаты или раком простаты. И, как говорилось выше, с простатитом не связаны. И когда мы понимаем, что эти страхи и тревоги во многом, в большинстве случаев совершенно не обоснованы, жизнь принимает немного другую окраску. Важный момент. Помните, что все под вашим контролем. Современное состояние здравоохранения, оно, конечно, зависит от ваших финансовых возможностей, но расходы на контроль за здоровьем мужской системы не столь велики. И если у вас есть тревоги и страхи, вы можете
легко проверить ваше состояние на сегодняшний день. Кроме вас никто не будет контролировать состояние вашей мужской системы, но это не нужно делать главной целью жизни. Если страшно и тревожно, вы должны контролировать уровень ПСА крови. Это очень четкий маркер рака простаты. Сдал и спокоен. Всегда есть возможность контролировать структурное состояние простаты. ТРУЗИ, трансректальное ультразвуковое исследование. Спокойно, раз в 2-3 года контролируете, сравниваете с предыдущими данными. Но помните, в погрешности измерений в разных руках разных врачей и на разных аппаратах. Не всегда данные, полученные от разных врачей и в разных учреждениях, можно сравнивать. Они будут некорректны для сравнения, будут отличаться на 30-40%. Смотрите плейлист о УЗИ простаты, и там я об этом подробно рассказываю. Если вы беспокоитесь о возможном бесплодии в будущем, сдайте анализ эякулята, и спермограмма четко скажет, если есть причины беспокоиться. Если беспокоитесь об эрекции, то контролируйте уровень холестерина и триглицеридов, особенно если вам 35-40 лет, и если он приближается к верхней границе нормы, то необходимо исправлять ситуацию, потому что незаметно будет формироваться атеросклероз и как следствие этого нарушение эректильной функции. Это главная причина расстройства эрекции после психоэмоциональных нарушений. Поймите меня правильно, я не говорю о том, что не надо лечиться. Я говорю это тем, кто прошел не одно лечение, но периодически возвращается вот эта психологическая неуверенность и тревога, и часто только это заставляет опять пойти к урологу. И уролог играет роль психотерапевта, то есть он проводит обследование, констатирует состояние мужской системы на момент обращения и говорит о том, что да, конечно, есть изменения, можно пройти лечение. Поэтому любой ваш визит с жалобами и тревогой к урологу чаще всего в современных условиях выльется в рекомендации по посещению данного лечебного учреждения. Но если вы оказались в тупиковой ситуации, когда мысли и серость будущего мешают жить, то возьмите верхнюю голову в руки, продумайте мысли и информацию, о которых я вам рассказал, и примите мужское решение. Только вы можете переломить психосоматическую ситуацию. Не нужно надеяться на врачей и на таблетки. Физическое развитие, правильное питание. Все это есть у меня в плейлистах на канале. Увлечение какой-то мужской работой, образованием, освоением нового навыка, новой профессии, достижение в спорте, строительство нового дома, изучение иностранного языка. Это возможно в любом возрасте, что угодно, что увлечет вас и обязательно уведет ваши мысли в правильном направлении, в сторону от необоснованных страхов и неуверенностей. Ничего не бойтесь. Самое главное, не бойтесь менять себя. Всем здоровья и оптимизма. До встречи.